Привет, это твой Таро-прогноз на июль месяц. Добро пожаловать на мой канал. Конечно же, я советую смотреть гороскоп, Таро-прогноз по своему знаку асцендента или же Луны. Как узнать свой знак асцендента, построить свою натальную карту. Я укажу обязательно ссылочку на очень коротенькое видео и также ссылочку на сайт, где вы можете бесплатно и очень быстро это сделать, но гороскоп будет работать на 100%. И я думаю, что вы получите гораздо больше информации. Также в июле месяце я хочу провести целых 3 дня, посвященные очищению. Я вас научу, как правильно делать самостоятельно чистку от негатива, также очищать свой дом. Вы много чего узнаете о своем доме, о своем пространстве, как его сохранить, как приумножить свои блага, деньги, ну и кто-то, может быть, хочет выйти замуж. В общем, пишите комментарии, пишите мне в Телеграм, я вас обязательно добавлю в группу. Это будет совершенно бесплатно. Очень хочу с вами поделиться своими знаниями. Прекрасного вам просмотра. Оставляйте лайки, пишите обязательно комментарии, подписывайтесь на мой канал, мне будет приятно, и, конечно же, канал будет расти. В видео для вас, как всегда, есть тайм-коды. В описании к этому видео также вы можете кликнуть на свой знак зодиака. Приятного вам просмотра и забирайте из гороскопа все самое-самое лучшее. Муа! Овны, дорогие мои, привет! Это ваш Таро-прогноз на июль месяц. Давайте скорее же смотреть, что же вас ждет, какие события с вами произойдут. И в конце, конечно же, посмотрим для вас подсказочку от высших сил. Итак, давайте начинать. Девятка пентаклей. Ого! Но девятка пентаклей — это точно про развитие, да, может быть, вы уже вложились в какой-то проект, и сейчас у вас будет процветание, получение как раз-таки, да, то есть уже все, вот поспело, все цветет, то есть материальное положение достаточно хорошее, плюс девятка пентаклей, да, это перспективы, это развитие, то есть сейчас ваше дело будет активно процветать, ваша работа, да, будет приносить вам действительно классные плоды. Давайте смотреть еще что. И девяточка мечей, вот как интересно, да, ну почему-то вы будете по этому поводу очень много думать. Может быть, здесь вплоть до головной боли, да, может быть, вы хотите заработать гораздо больше, или вот эти же монеты, да, как раз-таки, куда их потратить? Может быть, у вас будет и такая ситуация. Но вообще девятка пентаклей, да, и девятка мечей, это, конечно, про то, как еще больше, еще больше. То есть момент жадности у вас может наступить, да, вот получили какую-то сумму, получили какую-то огромную перспективу, и вам сейчас нужно еще больше. Но все-таки, да, как вам дойти до десятки пентаклей? То есть до получения уже в физическом варианте вот тех самых монет. И вы будете об этом, конечно, думать. Может быть, просто будете мало спать, потому что придется действительно работать, развиваться, да, во имя своего как бы будущего. Здесь вот такие какие-то страхи. Но опять же, мечи — это всегда про то, что вот еще пока не существует, оно еще не наступило, а вы уже об этом думаете. То есть, ну, совет здесь такой, да, не загоняйтесь и не придумывайте себе сверх того, что может вообще произойти. То есть, может быть, вы уже простроили все пути, как может быть, что может быть, да, и вот то самое вам не дает просто покоя. Так, давайте дальше смотреть, что вас ждет. Отшельник. Четко идете по своему пути, видите цель, не видите препятствий, да, может быть, больше в одиночестве, потому что у вас здесь больше про развитие, да, то есть такой месяц сосредоточьтесь на зарабатывании именно денег, финансов на своем каком-то проекте, да, развивайте это. Поэтому сейчас, да, говорят, что не время вступать куда-то. Ну вот смотрите, вроде бы какие-то кошмары у вас, да, вроде какие-то страхи, но до десятки пентаклей-то вы все-таки дойдете, потому что, ну, смотрите, это просто прекрасно. Момент только то, что вы почему-то периодами будете расстраиваться, да, много очень думать об этом, то есть сами себе будете как будто бы мешать. Может быть, вы думаете, да, а получится, не получится. Но здесь точно говорится, что получится. Только вот моментом, да, вот это вот страхи какие-то лишние. Может быть, вы начали что-то новое, новый какой-то проект, да. Может быть, вы переехали куда-то, например, вы не знаете, найдете вы работу или не найдете. Здесь говорится, что да, девятка пентаклей, десятка пентаклей, что все будет классно, в материальном просто здорово. Может быть, кто-то соединится с семьей или кто-то станет семьей, например, да. То есть у вас были такие развивающиеся отношения, и сейчас, может быть,
боялись, да, как оно вообще закончится, а будем ли мы все-таки вместе, будем ли мы семьей. Ну вот здесь десятка пентаклей, да, все-таки достаточно семейная такая карта, родовая. Здесь говорится, что да, будете. Поэтому не стоит переживать так точно. Давайте еще одну карту для вас достанем, дорогие овны. Король мечей. Может быть, будете сотрудничать с королем мечей, или же появится у вас в кругу знакомых такой молодой человек, да, он таких средних лет. Человек, связанный какой-то с информацией, может быть, какую-то информацию он вам принесет. И вообще человек за словом в карман, как говорится, не полезет, да, то есть он такой достаточно жестковатый, суховатый, да, вот короли мечей, они, как бы сказал, как отрезал, поэтому, может быть, к вам такой товарищ придет в это время. Паж жезлов, что-то новое, новые какие-то известия, новая энергия, обновление, да, захотите что-то, что-то новенькое к вам может прийти в этот также период. Семерка пентаклей, ожидание чего-то, ожидание какого-то результата, ожидание какой-то поездки. Может быть, вы как раз-таки будете сидеть в этом ожидании, да, но тут у человека не особо-то радостное как бы лицо, обратите внимание, да, то есть он прям уже устал ждать. Но вот опять же говорю, да, судя по тому, что вы вкладывали, но вот, пожалуйста, придет результат. То есть, да, десятка пентаклей, можете на это рассчитывать абсолютно смело и даже не заморачиваться о том, что, а как, да, ответ вам сразу выпал. Девятка, десятка пентаклей, все, не стоит, посмотрите, даже на колоде здесь у меня на конце карта звезды, исполнение желания, в конце концов, дорогие овны. И тут вот еще в конце у меня двойка жезлов, да, то есть смотрите в будущее, смело оставляйте все позади, отказывайтесь от чего-то старого, и будет вам дано, да, исполнение желания вас ждет. Может быть, вам и надо как раз-таки отказаться от чего-то старого, чтобы вот получить что-то новое, ту самую заветную десяточку пентаклей, поэтому не пасуйте и не бойтесь. Давайте совет от высших сил для вас. Что хочет сказать вам Вселенная в этот период? Колесница, ну посмотрите, все дороги открыты, вы победитель, вы воин, да, посмотрите, на какой скорости они скачут, просто огромные скорости, вам ни в коем случае нельзя останавливаться, только вперед, видите цель, не видите препятствий, вот это ваш девиз на этот месяц. Карта колесницы, она может быть вашим талисманом, потому что она будет задавать вам такую скорость, тон движения на июль месяц. Можете найти в интернете, сделать скриншот, да, 7-й аркан, карта колесницы, ставьте ее себе на телефон, да, как напоминание, что пора двигаться, не нужно оставаться. Давайте еще одну карту, один совет для вас. Justice, справедливость, все будет по справедливости, да, все, что вы заслужили, оно к вам придет, может быть, даже какие-то кармические, судьбоносные встречи в этот период, новости какие-то, да, то есть все будет по справедливости. Если вы действительно вложились, если вы потрудились, то вы должны понимать, что все придет вовремя и так, как должно быть. Дорогие овны, это был ваш второй прогноз на июль месяц. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока. Тельцы, дорогие мои, привет! Это ваш второй прогноз на июль месяц. Давайте скорее же смотреть, чем порадует нас июль месяц, какие события вас поджидают. Итак, сегодня у нас будет две колоды. Двойка мечей. Смотрите, сейчас достану еще одну карту. Ну, вообще, конечно, двойка мечей — это какая-то пауза, может быть, остановка каких-то мыслей по поводу чего-либо, кого-либо. То есть, возможно, вы захотите, да, вот как вот прям на карте скажете: ой, да все, хватит, отстаньте уже от меня, я хочу в отпуск, а не вот это вот все, да, решать какие-то вопросы, какими-то делами заниматься, ну, лето, в конце концов, отстаньте от меня, да. То есть, так или иначе, не захотите, да, на что-то, может быть, обращать внимание. И также эта карта может говорить о том, что вы чего-то не замечаете еще, вы чего-то не видите. И мы, конечно же, посмотрим по дальнейшему, да, раскладу, о чем вообще идет здесь речь. Туз мечей. Вы не замечаете какой-то информации, вы представляете? Вообще также это может говорить о том, что какая-то информация к вам придет, вы в чем-то одержите победу. Вообще месяц будет наполнен, да, какой-то информацией, может быть, вы будете что-то искать, может быть, недопоймете что-то, по двойке мечей особенно, да, то есть перепроверяйте информацию, которую вы получаете однозначно, потому что, может быть, вы что-то не увидите. Так, давайте еще достанем для вас карту.
Король кубков. Может быть, вы не видите информацию как раз-таки об этом самом короле кубков, да, который вот как раз-таки к вам заявится в этот период, в июле месяце. Вообще короли кубков, конечно, любят поговорить. Это те люди, которые, да, умеют найти подход к каждому человеку, умеют залить в уши, скажем так. То есть достаточно эмоциональный человек, чувственный, глубокий, рассуждает очень много, да. Может быть, даже человек любит выпить. Может быть, вы будете этим самым королем кубков, да, который захочет повеселиться, скажете, что все, мне надоело, у меня отпуск, я хочу кайфовать, все-таки лето и так далее. Да, то есть, может быть, у вас будет такая чувственная сфера. Да, вообще этот человек может признаваться к вам в любви, да, вот тем самым, что вы скажете, ну все уже, ну хватит, ну сколько можно. Может быть, вы закроете наконец-таки, да, дверь для вот этого человека в июле месяце. Давайте достанем еще карты. Какие события будут вас ждать? Девяточка мечей. Девятка мечей — это всегда про какие-то надуманные страхи. Да? То есть по факту это не произошло. Человек сидит в постели ночью, о чем-то думает, и что-то его очень-очень сильно беспокоит. То есть он, может быть, чего-то боится. Да? Может быть, вам просто страшный сон в конце концов приснится, и ничего такого особенного не будет. Но вообще июль месяц будет наполнен раздумьями какими-то. О чем-то вы будете размышлять, что вы будете думать. Так, давайте еще достанем карту. Интересно же все-таки. Четверка кубков. Ну, точно, можете отказаться от чего-то, да. Или, может быть, как раз-таки вот этот самый король кубков к вам придет с какими-то предложениями, а вы скажете, ой, слушайте, мне вообще не до этого сейчас. У меня нет времени, я тут разбираюсь вообще с собой, да. Это может быть, вы пойдете там в терапию, скажем так, да, будете там работать над своими страхами, тоже как вариант может быть. И вот вам в своей зоне комфорта все вас устраивает, и вот кто-то вам тут предлагает что-то, да, вы скажете, не, я не хочу, мне вот хватает, да. Или кто-то будет к вам в круг, так сказать, пробиваться, вы скажете, да, нет, мне не надо. Но вообще, конечно, четверка кубков — это про нежелание какое-либо двигаться куда-то, это желание вот здесь и сейчас посидеть, да, в какой-то своей зоне комфорта и, может быть, даже поменьше как-то контактировать с кем-то, да, то есть вы размышляете вот над чем-то, может быть, вы размышляете активно над каким-то проектом, скажем, да, и вот вам шансы какие-то другие извне сыпятся, и вы не хотите их принимать, да, потому что вы сосредоточены абсолютно на другом сейчас. Давайте еще одну карту для вас достанем. Отшельник. Ну, ничего себе. Вообще отшельник — это, конечно, про то, что он идет куда-то, да, он знает, куда он идет, естественно, и опять же, да, вот я не зря по четверке кубков сказала, что не хочется вот этого всего, да, внешне, хочется уйти вовнутрь себя, хочется поразмышлять о том, что происходит у меня, чего я на самом деле хочу, а какой же мой путь в конце концов, да. И, то есть вы действительно должны, может быть, побыть наедине, поразмышлять, подумать о чем-то. То есть весь месяц у вас вот такой, да, больше направить энергию внутри себя. Так, давайте еще посмотрим, достанем одну карту и потом посмотрим совет от высших сил для вас на июль месяц. Тройка мечей. Ну, может быть, у вас да, какая-то ситуация не задалась, которая вот вам доставляет дискомфорт, что после вы уже как бы говорите, что все, я не хочу, я никому не доверяю, оставьте меня уже в покое, да, дайте мне вот отдохнуть, дайте мне разобраться с моими вот этими 3 кубками, потому что новые какие-то предложения, да, вот как король кубков, например, я уже не принимаю. Может быть, объявится этот человек, который вам когда-то, например, разбил сердце, и вот сейчас будет активно как-то, да, проявляться, может быть, смс-очки вам писать, да, как-то вывести вас на диалог, но я думаю, что по всей трактовке вы абсолютно не захотите. Так, давайте посмотрим что-то на финансовую какую-то вообще сторону вашу, да, потому что все про чувства, про информацию и ни слова про финансы. Как у вас будет с финансами вообще в этом месяце? Колесо фортуны, в любом случае, колесо фортуны — это удача, да, то есть на вопрос, а что с финансами, может быть также не совсем стабильная какая-то ситуация, но вообще может вам повезти, да, может быть вы выиграете деньги, например, как вариант, да,
Ну, смотрите, четверка мечей, опять же. То есть время отдыха, не время активно действовать. Время на то, чтобы уйти, да, по отшельнику внутрь себя и начать размышлять, чего я на самом деле хочу, а что вообще происходит. А нравится ли мне то, что происходит? А нравится ли то, что я имею вообще круг моих друзей, например? А настоящие ли они, да? Или же в семье, а все ли у меня вообще в порядке, да? Кем я себя окружаю? Действительно ли это мои люди? И так далее. Да? То есть счастлив ли я на работе, счастлива ли я на работе, каковы мои цели вообще в жизни, чего я хочу от отношений, да, и так далее. Я думаю, что такими вопросами в июле месяце вы, дорогие тельцы, можете задаваться и не один раз. Итак, давайте совет от высших сил для вас на июль месяц. Достанем все-таки карту. Восьмерочка пентаклей. Восьмерка пентаклей — это всегда вот про работу у нас. Давайте еще одну карту. И император. Ну, смотрите, опять же, да, вот про деньги мы спрашивали. То есть и колесо фортуны у нас здесь. Можно активно прям не действовать, да, каких-то рывков не предпринимать. Но тем не менее, что мы видим, работа будет, да, все как бы стабильно. И карта императора — это прекрасная карта, потому что вы при своей стабильности, да, то есть то, что вы работали, на что вы заработали, оно у вас будет, вы не поколеблетесь. И также император может говорить о том, что кто-то к вам придет, да, в лице императора, то есть это может быть, опять же, новый человек, да, то есть у вас здесь только может быть, например, разрыв, да, с этим самым королем кубков, если у вас уже сейчас есть отношения, они достаточно сложные, например, да, то тут вот на пороге может заявиться император. Император, как мы знаем, да, он гораздо старше всех королей, то есть это достаточно взрослый, зрелый мужчина, у которого уже есть что-то за спиной, да, материально стабильный, эмоционально стабильный, то есть человек, который может управлять массами, который уже состоялся, то есть совершенно другой, да, вот от короля кубков, отличающийся вообще кардинально. То есть это совершенно две разные энергии, да. Король кубков — это про веселье какое-то, может быть, инфантильную какую-то позицию, но император уже совершенно другой, да. Ну и человек, конечно же, может быть с характером ой-ой-ой, но, да, как бы опыт и статусность здесь очень-очень даже хороши. Так, давайте еще одну карту. Карта мага. Ну, вообще, высшие силы вам говорят, что вы управляете ситуацией, вы управляете своей жизнью. В июле месяце вы управляете своими мыслями в том числе, да. И вы управляете своей личной жизнью. То есть если кто-то вам доставляет какие-то неудобства, разбивает вам сердце, вы можете с легкостью это исправить, потому что маг, он может все, ему подвластны все 4 стихии. И если вы захотите, действительно, вы возьмете всю эту ситуацию в свои руки и сможете это исправить. Да, и по восьмерке пентаклей, если есть какие-то вопросы в плане финансов, колесо фортуны вам здесь показалось, да, которая говорит о том, что вам будет вести. Вообще на июль месяц я считаю, что вы можете даже поставить себе эту карту «Колесо фортуны». 10-й старший аркан на экран телефона, особенно в тех случаях, когда вам нужна очень-очень сильная поддержка высших сил и нужна удача. Я думаю, что расклад у вас прекрасный, да, вам нужно разобраться обязательно со своими мыслями, со своими страхами, может быть, выписать страхи, да, что будет, если это произойдет, чего не будет, да, по факту, что сейчас я имею и так далее. А также, да, обратиться к психологу, например, или к человеку, который сможет вам распутать вот эту вот ниточку ваших навязчивых каких-то мыслей. Я думаю, что это вам очень-очень сильно поможет, дорогие тельцы. Это был ваш второй прогноз на июль месяц. Забирайте из него все самое-самое лучшее для себя. Прекрасного вам месяца. Пока-пока. Близнецы, дорогие мои, привет! Это ваш второй прогноз на июль месяц. Давайте скорее смотреть, что же вас ждет в этом прекрасном летнем месяце. У нас все еще есть целых 2 месяца, чтобы кайфовать, отдыхать. Поэтому давайте скорее смотреть, что вам приготовила Вселенная, да? Что вас вообще ждет, и подсказочку от Вселенной очень важную, конечно же, для вас тоже мы посмотрим, да? Давайте смотреть. Итак. Четверка кубков, ничего себе, четверка кубков, и вот тут вот у нас вылезла вот прям сама десяточка жезлов. Чего-то вы не хотите, от чего-то вы уже прям устали, да, может быть, какой-то груз ответственности вы на себе тащите все это время, и уже в конце концов вы говорите, что все, я не хочу. То есть вы можете отказаться от чего-то, от каких-то обязательств, каких-то обстоятельств, может быть, от какого-то даже человека вы откажетесь в этот период, потому что, ну, уже вот все, да, уже по горло. И вам, может быть, человек, например, да, какой-то что-то предлагает, то есть как бы примириться, помириться, например, или по работе, как вариант, да,
что давай продолжать, давай еще, на тебе еще. Ну, вы уже скажете, что просто все, нет, отстаньте от меня, ничего не хочу. То есть такая карта, да, когда вот мне и самому, и самой хорошо, мне ничего не надо, вот мне хватает, да, и вот сверх вот это вот не-не-не-не. Может быть, работу вам новую предложат, да, и вы будете понимать, что там вот у вас 24/7, вы будете заняты, и вам придется это тащить все на себе, вы скажете, да, все, пропади оно все, как говорится, да. Давайте развернем дальше ситуацию. Шестерка жезлов. Но в любом случае вы можете выйти из какой-то ситуации победителем. Да? Шестерка жезлов — это всегда про какую-то радость, про моменты славы. Да? Может быть, вы одержите победу там, в судебном каком-то разбирательстве, в работе. Да? То есть закончили проект успешно, вас восхваляют, да, что вы победитель. Может быть, в отношениях, да, все-таки вы отстоите какую-то свою точку зрения, да, и будет вот именно так, как вы хотите. Может быть, в принципе, вы куда-то поедете, шестерка жезлов также, да, про движение, может быть, какое-то путешествие, может быть, получите какое-то известие, да, что вы победили, может быть, какой-то даже выигрыш, кто его знает, да. Ну, в любом случае, такой вариант. А вообще, по трактовке, да, четверка кубков и десятка жезлов, может быть, вам и стоит отказаться как раз-таки от этого, и все равно, посмотрите, у вас шестерка жезлов, да, несмотря на вот это вот, может быть, вам что-то предлагают, но вы поймете, что нет. То есть, если вы откажетесь в этом месяце от того, что вас отягощает, в любом случае вы должны знать, что Вселенная вам говорит, ты все равно победитель, все равно ты на коне, да, и никак иначе не может быть. Давайте смотреть еще для вас подсказочку. Пятерка кубков. Ух, интересно. Может быть, вы горюете по отношениям, да, или кто-то вас разочаровал. Может быть, думаете о каком-то прошлом, да, что использованный какой-то шанс, или вы думаете, что вы больше такого человека, может быть, не встретите. То есть в любом случае здесь есть сожаление о каком-то прошлом. Но вот тут момент, дорогие близнецы, что вы не видите вот этих самых двух кубков, которые прям вот рядом с вами. Может быть, вам нужно просто оглянуться, да, посмотреть, и вы увидите новые шансы, новые варианты, которые вас благополучно ждут. Не сосредотачивайтесь, да, главная мысль на прошлом, на том, что уже, как говорится, не вернешь. Давайте достанем для вас еще одну карту и посмотрим, что приготовила для вас Вселенная. Паш мечей, какая-то новая информация, может быть, какая-то смс-ка новая придет, да, как вариант, может быть, что-то будете изучать, что-то смотреть, информацию какую-то в интернете, а может быть, Паш мечей, да, такой достаточно молодой человек, будет как-то своим мечом перед вами махать, да, то есть будет отстаивать свою позицию, может быть, это ваш ребенок, да, то есть уже такой достаточно подросток, может быть, будут в ваш адрес какие-то колкие высказывания, да, от такого столь юного молодого человека. Давайте посмотрим для вас подсказочку от Вселенной на июль месяц. Что же она хочет вам рассказать, от чего хочет предостеречь. Итак, карта справедливости. Посмотрите, все, что должно произойти, да, все, что вы заслужили, то, над чем вы работали, да, если у вас была хорошая карма, дорогие близнецы, все это время, то вот сейчас придет справедливость. Да, то есть, может быть, в каком-то деле, как вариант, да, что-то не получалось, даже вот если это касается работы, да, или какой-то вообще, в принципе, ситуации вот изначально, то вам Вселенная говорит, что вот, пожалуйста, по справедливости вы должны быть победителем, вы должны быть на коне, поэтому даже не переживайте. Также, да, что еще? Хочу посмотреть. Ну, королева Пентаклей. Прекрасно просто. Королева Пентаклей, просто прекрасно. Да, материальное положение стабильное, вы довольны, вы спокойны, можно даже не переживать. Если это касается работы, да, опять же, весь месяц, то можете не переживать, потому что все равно у вас будет стабильность. Даже если вы там поменяете курс своего движения, да, то все равно все будет хорошо. Итак. Ну, посмотрите, здесь вот специально достала, да, две карты, сейчас сюда достану третью. Мне кажется, тут тройка мечей, да, разбитое сердечко, какие-то страдания, горевания от собственных иллюзий. То есть что-то вы себе там напридумывали, и вы не можете никак с этого выбраться. Так, еще одну карту хочу достать. Ну, вот вам Вселенная говорит, уже выходи из этого состояния. Если у вас было какой-то, да, распад отношений, болезненное какое-то с друзьями или с партнером, неважно, да, нужно уже поставить точку и мчаться навстречу. Потому что Вселенная вам говорит, дорога-то у вас открыта.
То есть все перспективы, такой достаточно воинский дух, Вселенная вам даст эту энергию, эту мощность для того, чтобы преодолеть все препятствия, потому что дороги у вас абсолютно открыты. Дорогие близнецы, посмотрите, 8 кубков, пора идти, пора уходить, да, несмотря ни на что. То есть 8 кубков это всегда про то, что вы, может быть, к чему-то прикипели, вам что-то нравится, вы, может быть, все еще чувствуете что-то, да, к определенному человеку, но пора идти, да, вот оставить все эти чувства. Иногда так приходится, да, делать в жизни, то есть выбирать себя. И вам точно нужно здесь выбрать себя. Смотрите, у меня тут перетасовала колоду 2 кубков. Да, то есть выберите себя, и там уже, я думаю, что вы встретите партнера как раз-таки, где все будет взаимно, все будет честно. И помните, да, что у вас аркан справедливость выпал на июль месяц. Дорогие близнецы, это был ваш таро-прогноз. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока. Раки, дорогие мои, привет! Это ваш таро-прогноз на июль месяц. Давайте скорее же смотреть, что вас ждет в этом замечательном летнем месяце. И, конечно же, в конце я посмотрю для вас подсказочку от высших сил. Итак, давайте скорее приступать. Туз кубков, смотрите, что-то вас очень сильно порадует в июле месяце. Мне нравится начало расклада, да, очень много эмоций, светлых, классных, положительных, может быть, даже у вас зародятся чувства к кому-то, да, то есть это достаточно такое праздничное настроение, эмоциональное. В минусе, конечно, это может быть, да, что вы будете сверхэмоциональные, реагировать на какие-то ситуации, да, но в целом эта карта очень положительная, тем более вот здесь сюда голубь, и это символ такой, карта упала, это символ любви, конечно же, да, какой-то чистоты. Давайте смотреть дальше, что еще вас ждет в июле месяце. 5 мечей, ну ничего себе, посмотрите, это победа, которая может быть не совсем честная. То есть здесь такая не совсем честная победа, да, то есть как бы нужно все-таки вам думать, да, может быть, вы на эмоциях как раз-таки в этот период что-то кому-то скажете, тем самым вроде бы как бы одержите победу, да, но доставит ли она вам удовольствие, вот что ему делать, да, с этими 5 мечами, скажите, пожалуйста, как бы, а другой человек по факту ушел, то есть если вы дорожите действительно каким-то человеком, например, то есть вы должны все-таки вот эту вот свою эмоциональность как-то контролировать. В другом ключе, конечно, может так проиграться, что это кто-то одержит какую-то победу над вами. То есть что это значит? Да, то есть как-то нечестным путем обведет вас вокруг пальца, как говорится, да, и здесь вы должны быть на чеку, то есть не доверять всему тому, что вам говорят в этот период, или, по крайней мере, перепроверять какую-то информацию, чтобы, да, так вот, как бы, может быть, это будете и вы как раз-таки. Поэтому будьте, конечно, бдительны и осторожны. Вообще такая карта может говорить, да, о каком-то мелком воровстве, может быть, потеря чего-то. То есть, да, ну, не самая приятная, скажем так, энергия, если она, конечно, да, если, конечно, это не вы. Так, давайте еще достанем карту. Башня, ого, разрушается что-то старое, да, старые какие-то паттерны, старый образ жизни, да, что-то новое меняется. Так или иначе, башня – это про то, что уже все, пора менять, да, это может быть резкая какая-то ситуация, это может быть разрушение, да, какой-то ситуации, может быть, у вас были какие-то ограничения, сейчас они разрушатся. То есть так или иначе башня, она всегда говорит про то, что хочешь или не хочешь, а все уже, да, надо было раньше. Если добровольно не хотел меняться, то сейчас придется. То есть будет какая-то встряска у вас в июле месяце, да, и дальше, конечно, посмотрим, к чему это, почему это и как это вообще разовьется в июле месяце ваша ситуация. Да? Но башня может быть также говорить, что вы будете обращаться в какие-то органы, может быть, что-то связано с вашим домом, да, будет меняться так или иначе, может быть, госорганы, вы будете там что-то выяснять, да, вот там будет какое-то у вас переживание, да, что-то новое, что-то поменяется, может быть, закон какой-то поменялся в этот период. Так, давайте смотреть дальше. 9 мечей. Ну, вы, конечно, себе напридумываете по этому поводу, да, может быть, бессонные ночи, будете переживать какое-то время на этот счет.
Ну, вообще, конечно же, девятка мечей — это про то, что это еще не сбылось, то есть это ваши лишние какие-то страхи, ограничения, да, которых по факту еще, может быть, и нет. И вот, может быть, вы сами себе эту башню и сделаете, да, собственными какими-то мыслями вы себя до этого и доведете. Также у нас здесь 3 карты, да, я достаю. Король кубков, отшельник и королева пентаклей. Может быть, вы будете больше проводить времени с собой, да, и вот у вас эти люди на пороге могут вообще появиться, то есть можете сотрудничать с данными людьми, да. Также давайте достанем еще одну карту, посмотрим, что же вас ждет. Шестерка жезлов. В любом случае вы достойно примете, да, какой-то удар судьбы, справитесь с этим 100%. И, конечно же, шестерка жезлов — это всегда про победу, то есть все равно одержите победу. Как бы вас там ни встряхнуло, да, как бы вы не эмоционировали, все равно победа за вами, то есть и вам Вселенная говорит, не стоит париться, не стоит переживать, да, все равно будет так, как должно быть, кармически, как задумано, значит, вам просто нужно пережить именно эту ситуацию. Как интересно, что у меня здесь тоже на конце колоды карта башни, представляете, да, то есть в любом случае что-то у вас будет рушиться, и это что-то как раз-таки свыше, то есть вы должны понимать, какая бы ситуация ни произошла, это сверху, да, сверху хотят, чтобы вы это пережили, к чему-то научились, что-то осознали. Может быть, вы уже засиделись на старом месте работы, и вы уже достойны гораздо большего, да, там, на 10 шагов вперед вы все еще сидите, потому что так комфортно. Поэтому в этот период вам, конечно, не дадут улизнуть, а все-таки поставят вас в такие обстоятельства, что вам придется что-то поменять. Давайте посмотрим для вас подсказочку от Вселенной в этот период. Итак, умеренность, да, которая говорит о том, что нужно сохранять темп, ритм, не торопиться никуда, да, принимать, быть все-таки терпимее во всех ситуациях, да, вообще достаточно гармоничная карта. Шестерочка мечей. Может быть, вы отправитесь в какое-то путешествие, да. Но вообще шестерка мечей, мечи — это, конечно же, всегда про наши мысли, про какую-то информацию, то есть у вас, я думаю, что в июле месяце будет очень много инсайтов, да, об этом вам и говорит Вселенная, что, по крайней мере, что-то в вашу голову такое очень интересное придет, что поменяет как раз-таки ваш вообще образ жизни, образ мышления, да, вот по карте башня мы это понимаем, может быть, действительно вас просто озарит какая-то ситуация, что вы поймете все, и вы сами сделаете вот эту вот башню, да, то есть вы решите поменять вообще абсолютно все, да, или конкретно, может быть, это касаться отношений или же вашей работы в этот период. Давайте еще для вас подсказочку. Посмотрите, туз кубков. Смотрите, на 2 колодах просто туз кубков. Вы настолько будете эмоциональны, может быть, вы влюбитесь просто в этот период, да. А вот эта самая башня, вы поймете, что ну все, я больше не могу уже так жить, да, я не могу без любви или не могу с прежним партнером, потому что мы вообще абсолютно разные, да. И вот так вот случится, что у вас будет новая любовь. Давайте еще одну карту для вас достанем, дорогие раки. Ну, карта влюбленные, ну, вы посмотрите, ну, вы точно влюбитесь, видимо. Либо же у вас будет настолько творческий, да, настрой, что это будет вас наполнять, вы будете прям эмоциональны в этот период. Карта влюбленные, конечно, может говорить, опять же, про влюбленность, тем более у нас здесь на 2 колодах 2 туза кубков. Вообще, представляете, да, какая-то мощная энергия любви, потока чувств. То есть здесь, конечно, есть такой вариант, что вы вступите в какие-то партнерские отношения. Вообще карта влюбленная — это всегда про какой-то выбор. Может быть, у вас будет на выбор в этот период, да, остаться с прежним партнером, либо же начать какие-то новые отношения. И вам придется сделать этот выбор в июле месяце, дорогие раки. Это был ваш второй прогноз. Ставьте лайки и подписывайтесь. Прекрасного вам месяца. Пока-пока. Львы, дорогие мои, привет! Это ваш второй прогноз на июль месяц. Давайте смотреть, что же вас ждет, какими энергиями нас порадует июль месяц. Все-таки лето, у нас еще целых 2 месяца. Итак, давайте смотреть скорее, да, и посмотрим подсказочку от Вселенной для
вас. Я надеюсь, что вы слышали вступление, да, что я хочу провести в июле месяце 3 дня очищения. Это будет совершенно бесплатно. Вы можете вернуться в начало и пересмотреть про условия. Пишите обязательно в комментариях, либо же пишите мне в Телеграме, я добавлю вас в группу, и мы проведем с вами целых 3 дня. Также для тех, кого интересует личный прогноз на месяц, вы можете написать мне в Телеграм и записаться на консультацию. Давайте смотреть, что вас ждет в июле месяце. Итак, карта силы, ваша карта, дорогие львы, ого! Смотрите, июль месяц будет наполнен просто энергией льва, ваша энергия, да, то есть вы будете у власти, вы будете все контролировать, у вас будет прекрасная просто энергия, сила, да. Ну, я не знаю, просто это прям бинго, уловить эту карту с самого начала расклада. Я за вас очень рада. Давайте смотреть дальше, чтобы было более понятно, да, ой, восьмерочка пентаклей, карта работы, труда, то есть вы будете сосредоточены, вот эти вот монетки, вы будете прям делать что-то, да, то есть заниматься работой, своей профессиональной деятельностью. Я думаю, что все силы вам, высшие силы дают на это, то есть это знак, нужно работать, нужно что-то делать, нужно вкладывать все свои силы в работу, да. Вот сейчас уже картина более ясна. Так, еще карта, как она эпично упала, карта Луны, 18-й старший аркан. Это про интуицию, про чувственность, то есть у вас может быть в этот период старший аркан, вы представляете, да, опять же второй. Интуиция может быть очень хорошая, да. Может быть, какой-то лунный цикл вам говорится об этом, да. Может быть, вы будете делать какие-то ритуалы, например, какой-то обряд, связанный с лунными циклами. Также, да, это все-таки про какую-то женскую энергию, про материнство. Также карта Луны, она может говорить про какое-то подсознание, может быть, вам какие-то ответы придут. И вообще, вам, конечно, совет следовать своей интуиции в июле месяце однозначно. Также карта Луны говорит про какие-то тайны, может быть, откроются в этот период. Мы будем дальше смотреть, конечно. Что же это за тайны такие, да? Итак, карта повешенный. Ну, во-первых, хочу сказать, что может быть какое-то озарение. То есть все-таки вот по карте Луны я это связываю так, да, посмотрите, у вас просто уже 3 старших аркана, начало расклада только. Очень интересно. Может быть, вы поймете, да, почему вот у вас были связаны руки и ноги, какая-то тайна откроется. Может быть, это связано как-то с какими-то магическими моментами, да, кто знает. У нас все-таки век сейчас такой, вот, то есть сможете освободиться от какой-то, почему вы были в жертвенной позиции, может быть, вам откроется как раз-таки вот эта вот тайна. А вообще можете оказаться в жертвенной позиции, да, или, может, будете добровольно жертвовать каким-то своим временем во имя как раз-таки работы, развития и так далее. Давайте дальше смотреть. Так. Что же еще? 6 жезлов. Ну, это просто потрясающе. У вас июль месяц очень классный. С самого начала расклада это видно. Карта силы. Старший аркан вышел. Сейчас 6 жезлов. Победитель. Может быть, придет какая-то вам смс-ка, известие какое-то, что все, да, у вас нормализуется. В любом случае, какая бы ситуация ни была, опять же, да, может быть, вы чем-то жертвовали, может быть, вас, например, в чем-то обвинили, что-то получилось, как-то обманули и так далее, то, ну, вы оказались в такой ситуации, сами не поняли как. Но вы благополучно из нее выплывете, да, в июле месяце вы должны это точно понимать, потому что карта силы, она выпала вам не просто так. Давайте смотреть дальше, что вас ждет в июле месяце. Туз пентаклей, да потрясающе просто. Это шанс, огромный шанс. Конечно, это еще, да, не куча монет, это еще не десятка пентаклей, но огромный шанс, который вам протягивает Вселенная, который вы обязательно должны взять, да. И вот здесь вот у нас фигурировала 8 пентаклей, которая говорит о том, что нужно его взять и нужно над этим работать. Карта силы, при том, что, да, об этом также говорит 6 жезлов.
То есть, если вы начинаете что-то новое, оно увенчается успехом однозначно, потому что весь расклад на месяц у вас, конечно же, об этом говорит. Давайте посмотрим подсказочку от Вселенной для вас на июль месяц. Четверочка пентаклей. Ну, во-первых, четверочка пентаклей, да, это про то, чтобы не тратить лишний раз свой ресурс. То есть как можно больше сберегать его. То есть лишний раз не тратить впустую эти деньги. Так. Ага, ну посмотрите, достала сразу 4 карты, чтобы было понятно, да, чтобы вас ни в коем случае не пугать. Я этого не люблю. Все-таки я люблю разобраться прям хорошенько в ситуации. Ну, смотрите, четверочка пентаклей, да, то есть это может быть показан ваш вот как раз-таки период, да, последних, может быть, месяцев, последнего времени, да, последних дней. То есть четверка пентаклей, пятерка пентаклей, да, недостаток ресурса, недостаток скопления и так далее. То есть здесь говорится о том, что вот, ну, не хватало вам чего-то. А вот ключ как бы вот был вот здесь, вот почему-то вы его не видели, не пользовались, ну, так бывает, да. Ну, вообще, дальше что идет? То есть обнуление этой ситуации, вы представляете? И, конечно же, по шестерке жезлов, туз пентаклей у нас карта силы. Сейчас я вам все их еще раз покажу и напомню. Еще и карта Луны, 4 старших аркана. Говорят о том, что, смотрите, месяц как раз-таки про то, что нужно следовать своей интуиции. То есть вы сами себя сможете выманить из этой ситуации какого-то недостатка. Сейчас вам даются все шансы на то, чтобы реабилитироваться финансово, да, и встать, конечно же, наконец-таки на ноги, да, может быть, работа появится у вас, то есть будет проект, над которым вы будете активно работать, и вам рекомендуется туда вложить все свои львиные силы. И здесь, конечно, карта жрицы, да, опять же, про интуицию. Доверьтесь своей интуиции и начните что-то новое. Обнуление. Обнуление вас ждет в июле месяце. Все начнется сначала. Высшие силы вам в этом обязательно помогут. Давайте достанем еще одну карту для вас. Девятка пентаклей, ну потрясающе просто. У нас восьмерка пентаклей, да, туз пентаклей и девяточка пентаклей. То есть обязательно будет у вас развитие в этом месяце. Не сидите, не ждите манны небесной, активно вкладывайте свои ресурсы, свою энергию, свою силу применяйте в этом месяце, потому что у вас может быть колоссальный результат, дорогие львы. Не сидите, не ждите. Вселенная вас поддерживает, и вам об этом говорят, да, сама Вселенная вам сказала, что у вас будет развитие, которое будет вас очень-очень-очень сильно радовать. Я вам желаю всего самого-самого наилучшего. Принимайте расклад, ставьте лайки, подписывайтесь. Прекрасного вам июля месяца. Пока-пока. Девы, мои дорогие, привет! Это ваш таро-прогноз на июль месяц. Давайте скорее смотреть, что вас ждет в этом прекрасном, чудесном летнем месяце. В конце, как всегда, посмотрю для вас, конечно же, подсказочку от высших сил, от Вселенной, от чего она хочет вас уберечь, где хочет подселить для вас соломинку. Итак, давайте скорее же начнем. Итак, что же вас ждет? Семерка жезлов, отстаивание личных границ. За что-то вы будете бороться, от чего-то будете ограждаться, да. То есть четко очерчивать какую-то линию дозволенного для кого-то. Может быть, настолько вы там устанете, да, скажете, у меня отпуск, все, ничего не знаю, закрываюсь, да, лавочка прикрывается. Может быть, будет спор какой-то, да, с каким-то, может быть, человеком, и вы захотите, вот как раз-таки не то, что захотите, вам нужно будет отстаивать свои границы. Давайте, конечно же, посмотрим, что еще, да, дальше, к чему этот весь контекст. Суд. Ну, ничего себе, да, высшие силы вам говорят о том, что пришло время трансформации. Хочешь, не хочешь, но когда приходит, конечно же, высший суд, да, мы никуда не можем деться от каких-то наших трансформаций и так далее. То есть хочешь, не хочешь, а придется в этом во всем, как говорится, поучаствовать. Поэтому, может быть, вы и будете сопротивляться как раз-таки этому, да, но увы, не получится. Будут какие-то жесткие перемены. Кстати говоря, могут быть какие-то перемены с вашим родом. Все, что связано с вашим родом, да, дальше мы, конечно, посмотрим. Еще карту достанем. Четверка
Четверка мечей, может быть пауза, какая-то остановка, да, на фоне вот этой вот трансформации. Может быть, высшие силы как раз-таки хотят, чтобы вы остановились в этом месяце, подумали, огляделись вокруг, что происходит, для чего происходит, зачем вы это делаете, куда вы вообще двигаетесь в конце концов, да. И, может быть, вам просто захочется тишины, покоя, скажете, все, отвалите от меня все, я занимаюсь только вот собой, своими делами, своим внутренним ощущением, да, вот четверка мечей это все-таки поставить на паузу, может быть, свои какие-то мысли, да, размышления, остановиться, подождать, посмотреть, да, что будет. Давайте достанем для вас еще одну карту. Карта Луны, внутреннее какое-то чувство, да, может быть, развитая интуиция в этот период. Также-то вот что-то, работа какая-то над подсознанием, да, все-таки у вас какой-то глубинный процесс будет в июле месяце, что-то вы будете из себя доставать, да, может быть, какие-то страхи, что-то подсознательное, может быть, обратитесь к психологу, психотерапевту, да, начнете как-то так или иначе, какие-то практики, может быть, да, связанные с Луной, лунные какие-то циклы, может быть, ритуалы какие-то будете проводить в этот период, почему бы и нет, да. Может быть, также по Луне это какая-то сверхчувствительность к чему-то, то есть вы почувствуете, что вам нужно что-то поменять, что вот сейчас как раз-таки время перемен, да, то есть так или иначе вы добровольно, как будто бы здесь по всему раскладу примете эту трансформацию, достойно, я думаю, что ее вполне себе пройдете, да. Так, давайте достанем еще одну карту для вас. Тройка пентаклей. Ну, не зря все вот эта трансформация у вас будет, да, потому что она вас подводит как раз-таки к какому-то новому делу, чтобы вы наконец-таки обратили на это внимание. Может быть, определились уже со сферой деятельности, на что вам направлять свой ресурс, свою энергию, внимание, время, да, и как раз-таки здесь, я думаю, что после вот всей вот этой трансформации, переосознания вы выберете для себя что-то очень важное, да, то есть, по крайней мере, вы зажжетесь чем-то, какая-то творческая такая энергия, может быть, какая-то идея вам придет в этот период. То есть все не зря, да, все не зря вас останавливает. Двойка пентаклей. Двойка пентаклей это всегда про удержание какого-то баланса, да, может быть, выбор чего-то, сравнение чего-то, так или иначе он стоит на одной ноге, то есть держит какой-то баланс между чем-то. Может быть, вам как раз-таки выбор будет, да, даваться, так сказать, то есть будет из чего выбрать, чем заниматься, как вариант, и вот тут вот вы будете стараться, да, как-то между этим балансировать. Так или иначе будет какое-то сравнение у вас. Так, давайте еще карту достанем для вас. Паж кубков. Ну, достаточно такая романтическая карта, да, веселая, веселого летнего какого-то времяпровождения, беззаботного какого-то, да, может быть, времени, когда хочется романтики, хочется легкости какой-то, да, то есть такое достаточно приподнятое, классное настроение. Также это может быть, что Паж кубков к вам кто-то придет, да, человек, который может быть младше вас или меньше как-то вас, меньше по статусу, может быть, ниже ростом, например, да, вот заявится. Или, может быть, это ваш ребенок, который будет, да, достаточно в таком приподнятом, классном настроении все время, весь июль рядом с вами находиться. Так, давайте еще для вас карту достанем. Ого, карта силы, дорогие девы. Ну, это прекрасно. Это старший аркан говорит о том, что силы, чтобы решить все свои вопросы, перейти трансформацию, она у вас точно будет. Львиная карта, да, то есть здесь еще также говорится про то, что может быть немножко быть хитрее, да, то есть все-таки она гладит льва своей какой-то добротой и лаской, она смогла его все-таки такого свирепого, казалось бы, да, но вот он как кошечка сидит и мурлыкает там спокойненько. Давайте подсказочку, совет от высших сил для вас достанем, дорогие девы. Что хотят вам сказать на июль месяц, что важного? Ого, верховная жрица. Интересно. Ну, это про тайные знания, да, может быть, вы будете обращаться к каким-то тайным знаниям, и также это про внутреннюю какую-то свою жрицу, про уверенность в себе. Может быть, вам в этом месяце нужно над этим поработать, да, над уверенностью в себе. Может быть, прислушаться к себе, так или иначе, может быть, вы чувствуете что-то. Опять же, да, карта Луны у нас также падала
которая говорит о том, что да, интуиция, какие-то, может быть, тайные знания, может быть, вы будете обращаться к жрице, да, которая так или иначе вас направит или раскроет для вас какую-то тайну в этот период. Давайте еще достанем для вас совет, подсказочку. Карта Солнца. Ну, посмотрите, даже не хочу больше ничего доставать, потому что высшие силы вам говорят, что светлая полоса, да. После всех вот этих вот передряг, которые у вас будут, то есть какая-то остановка, вы должны знать, что страшный суд не приходит просто так. И всегда, как бы, да, после ночи наступает утро. Вот как раз-таки у вас в июле месяце оно и наступит. Может быть, какая-то легкая такая трансформация, которая вам перевернет какое-то вот ваше мышление, может быть, какую-то рутинную деятельность приостановите на какой-то период. Но вы должны понимать, что это все не зря, потому что светлая полоса, все идет так, как надо, а Солнце это про творческую, опять же, энергию, да, и по тройке пентаклей мы это прекрасно видим, что у вас и будет выбор, и из чего, да, что конкретно, на что направить свои мысли, действия какие-то, да, время свою, энергию. То есть, конечно же, это увенчается успехом. То есть также карта Солнца, опять же, я не зря сказала про уверенность в себе, что вам вот ее нужно доработать, может быть, да, прописать себе что-то касательно уверенности в себе, да, может быть, прописать, что вы достигли за последнее время. Может быть, вам кажется, что вы вообще ничего не достигли, но поверьте мне, когда вы сядете это расписывать, там окажется целый огромный список, даже по каким-то мелочам, но уже приятнее смотреть, да, что вы просто какой-то бесполезный человек. Так что, да, давайте еще одну карту для вас достанем, какой-то совет, подсказочку от высших сил. Вообще, конечно, после карты Солнца не достают карты, но, может быть, вы будете тем самым королем кубков в этот период, да, но в любом случае какой-то романтик вас ждет, то есть у вас кто-то новенький на пороге. Ого, карта дурака, он говорит о том, что, конечно, вы можете поддаться этому любовному потоку, и советуется, да, то есть прыгните в это море, попробуйте. Карта дурака — это всегда про что-то новое, легкое, почему бы, как говорится, и нет, поэтому хочу еще для вас карту. Ну, это вот вообще, я не знаю, почему. Вот вы прям, видимо, настаиваете, чтобы я достала еще одну карту. Хорошо. Так, четверка кубков. Ну, вот хотите ли вы, другой вопрос, да? У вас может быть такое состояние ленивое, ничего не хочу, ничего не надо. Вот у меня есть эти 3 кубка, сижу я себе спокойненько и все, ничего не хочу. Ну, полениться иногда, как говорится, тоже надо, да? Почему бы и нет? Дорогие девы, это был ваш второй прогноз на июль месяц. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте обязательно комментарии. Пока-пока. Весы, дорогие мои, привет! Это ваш второй прогноз на июль месяц. Добро пожаловать на мой канал. Не забывайте подписаться и поставить лайк этому видео. И также, если вы прослушали в начале вступление про 3 дня очищений, вернитесь и обязательно пересмотрите. Итак, давайте скорее же смотреть, что же вас ждет в июле месяце, какими энергиями нас порадует Вселенная. И, конечно же, в конце для вас, как всегда, посмотрю подсказочку от высших сил. Итак, я очень воодушевлена на ваш расклад. Давайте скорее уже смотреть. Тройка жезлов, ну посмотрите, ну действительно воодушевление, да, горение чем-то, каким-то проектом. Ну смотрите, я прям предвижу будущее, я прям чувствовала, что у вас будет классный расклад. Тройка жезлов всегда про то, что вы хотите чего-то, вы настолько жаждете, вы идете туда, вы уже выбрали, да, то есть это не двойка жезлов, где вы выбираете, здесь четко уже был сделан выбор в пользу чего-либо, кого-либо, какого-то проекта или какого-то человека, например, да, и вы уже точно знаете, что нужно туда идти, что вам нужно делать, вы уже точно знаете, да, то есть это прекрасно, то есть если вы начинаете какой-то проект, вы должны понимать, что он будет кипеть, бурлить, да, приносить, конечно же, удовольствие и результат. Давайте достанем еще одну карту для вас, да, посмотрим. Энергии двоечка мечей, так, интересненько, и еще, и 8 пентаклей у нас. Ну, смотрите, двойка мечей — это всегда про то, что вы от чего-то отказываетесь, да, может быть, вы отказываетесь от чего-то, от кого-то в пользу как раз-таки 8 пентаклей, в пользу работы, развития какого-то, каких-то активных действий. То есть здесь человек вместо каких-то навязчивых мыслей,
И здесь совет, кстати говоря, такой, да, что вам нужно поставить на паузу какие-то навязчивые мысли, вот этот поток каких-то непонятных, да, ментальную жвачку, хватит уже жевать, дорогие весы. Здесь нужно активно зарабатывать деньги, активно вкладывать свою энергию во что-то материальное, может быть, вкладывать, инвестировать во что-то, да, или наконец-таки уже разгрести завал по работе. Здесь вам говорится об этом. Может быть, просто вы откажетесь от, например, взаимодействия с каким-то человеком, и вот как раз-таки сейчас у вас появятся силы, желание вкладываться во что-то, да, в свой бизнес, в свою работу, в свой активный рост. Так, давайте еще одну карту для вас. Рыцарь Пентаклей. Ну, смотрите, вы в своей стабильности, да, рыцарь Пентаклей — это про медленное продвижение. Все-таки это не классическая колода, да, и здесь вот у нас конь, конечно же, движется, то есть все-таки движение есть, он не совсем стоит. Медленно, но верно, как говорится, вы движетесь в абсолютно правильном направлении. Так, еще карту. Семерочка мечей. Но вообще семерочка мечей — это может быть какой-то обман. Да, человек, который пытается вас ввести в какое-то заблуждение. Вот вам здесь, может быть, по двойке мечей, да, и захочется от этого скрыться, потому что вы понимаете уже, что ну, больше это невозможно растягивать. Да. Сказала бы я, конечно, другое слово, я не буду говорить, кого за что растягивать, да, но я думаю, что вы прекрасно поняли, о чем я говорю. В общем, семерочка мечей, да, про какой-то обман, про какую-то нечестность, хитрость какую-то, да. Может быть, вы будете с кем-то хитрить, да, и кому-то что-то не договаривать, опять же, не захотите контактировать. Давайте посмотрим еще, да. Почему семерочка мечей? Почему это она у нас здесь выпала на июль месяц? Карта мага, посмотрите. Ну, вообще, семерка мечей, может быть, вы будете где-то что-то кому-то не договаривать, дабы удержать ситуацию в своих руках. Но, может быть, также и относительно другая ситуация. Может говорить о том, что человек будет пытаться какими-то хитрыми путями заманить вас в свои сети. Давайте посмотрим еще одну карту все-таки, да, для вас. Ну да, человек захочет как-то поиграть на ваших эмоциях, потому что вы достаточно много отдавали, скорее всего, этому человеку, да, этому, может быть, проекту даже, свои какие-то чувства, эмоции, свою энергию все-таки. То есть человеку нужна будет какая-то дополнительная подпитка. Итак, давайте посмотрим для вас совет от высших сил на июль месяц, дорогие весы, что Вселенная вам хочет сказать. Шестерочка кубков. Вообще шестерка кубков — это такое приятное ощущение воспоминаний, может быть, даже чувство из детства, да, то есть что-то вы будете вспоминать, о чем-то вы будете думать, может быть, про, не знаю, какие-то такие события, которые вас будут трогать, да, может быть, вы отправитесь, например, в прошлое какое-то, может быть, в прошлые места, где вы уже были, да, может быть, где вы выросли, или же, может быть, вам приснится что-то, связанное с детством, например, да, может быть, прям как на картинке, вам приснится, там, например, ваша собака, в которой вы очень-очень давно уже скучаете, да, но которой уже рядом с вами, к сожалению, нет. То здесь про какое-то прошлое, да, мы сейчас еще достанем пару карт и посмотрим уже, о чем здесь трактуется полностью. Король мечей. Может быть, какая-то у вас будет ситуация, да, и высшие силы вам об этом говорят. Может быть, к вам придет такой человек, да, из прошлого, у вас будут какие-то инсайты вообще по этому поводу. Также, конечно же, туз мечей у нас здесь говорит о том, что у вас будет какой-то поток бесконечной информации. Но вообще, по всему раскладу, да, двойка мечей — это вот ограждать себя от чего-то, либо же от кого-то в этот период вы будете. Но я думаю, что у вас все-таки наступит какое-то просветление в июле месяце, дорогие весы. Давайте еще одну карту, да, совет, послание достанем для вас. Карта Луны. Работа над своим подсознанием, над своими чувствами, над интуицией. Я думаю, что в этот период она у вас будет развита, и высшие силы вам об этом говорят. Может быть, вам нужно будет прислушаться к своей интуиции касательно здесь вот какого-то, да, человека, который появится у вас. Может быть, даже человек, с которым вы контактировали как-то в детстве, как вариант. Вообще достаточно хороший расклад у вас на июль месяц, да, вы будете при работе заниматься любимым делом, да. Единственное, что момент, вот
вот какой-то человек, он будет, конечно, мелькать постоянно перед вами, применять какие-то манипуляции. Может быть, это человек с работы, например, ваш начальник, да, чтобы как-то вот вас отвести от вашего отпуска, и вот чтобы хотя бы чуть-чуть еще вы работали. Расклад, я думаю, прекрасный. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии, что вы принимаете этот расклад. Прекрасного вам месяца, дорогие весы. Пока-пока. Скорпионы, дорогие мои, привет! Это ваш таро-прогноз на июль месяц. Добро пожаловать на мой канал. Давайте скорее же смотреть, чем будет наполнен июль месяц. А в конце, конечно же, я посмотрю для вас подсказочку от высших сил. Итак, давайте скорее начнем. Паж Пентаклей, может быть, какие-то известия, новости. Также Паж Пентаклей про зарождение чего-то, может быть, зарождение какого-то нового проекта, да, может быть, поступление каких-то быстрых, таких средних сумм, да, то есть это не про какие-то огромные финансы, но я думаю, что какие-то деньги вам будут поступать. Так, давайте еще достанем карты. Карта Мага, прекрасно. Так, еще достанем сразу же. И пятерочка кубков. Ну, смотрите, карты абсолютно разные, конечно же, по энергетике. Да, карта Мага у нас говорит про то, что все в ваших руках, вы все можете. Вы можете изменить ситуацию так, как нужно вам, да. Может быть, методом где-то игры, манипуляции, потому что карта Мага, да, он достаточно такой хитрый, немножечко волшебник. И, конечно же, здесь у вас есть все для этого. Посмотрите, у него... Да, все есть на столе, все, что ему нужно, чтобы изменить какую-то ситуацию, чего бы это ни касалось, отношений, работы, да, каких-то взаимоотношений с кем-то, да, то есть очень достаточно хороший показатель у вас на июль месяц, дорогие скорпионы. И, конечно же, да, третья карта у нас была пятерочка кубков. Может быть, вы немножечко расстраиваетесь по какой-то причине, но пятерка кубков это всегда про эмоции, про отношения, может быть, утраченные какие-то отношения, может быть, у вас было расставание совсем недавно, да, или в июле месяце, то есть вы понимаете, что вы уже не хотите быть с человеком, но почему-то все еще не рассматриваете новые варианты, да, то есть вы зациклены как будто на каких-то старых моментах, да, это может быть также касательно вашей работы, например, да, то есть вас вот больше привлекает что-то старое, нежели, да, какие-то новые варианты. Давайте еще достанем для вас карту. Досталось сразу 3, я просто, честно говоря, в шоке. Окей, достанем вот так вот, триплетом, значит, так должно быть, да. У нас король Пентаклей, императрица, да, и рыцарь Пентаклей. Итак, да, у нас здесь и Паж Пентаклей вышел. То есть как будто бы у вас в этом месяце идет какой-то прирост финансовый, да, то есть медленно, может быть, вы начали какой-то проект, кстати говоря, да, и вот он как будто бы с каких-то маленьких поступлений потом перерастает во что-то уже более стабильное, потому что все-таки рыцарь Пентаклей, да, это уже такая некая стабильность, прям какая-то базовая основа у вас достаточно хорошая, и потом сразу же у вас, посмотрите, король Пентаклей, то есть вы должны понимать, если вы что-то начинаете, вы что-то начали, да, вкладывать куда-то. Может быть, вы инвестировали, и сейчас вам придет, да, какой-то вот фидбэк с этого всего. Посмотрите, как интересно. То есть постепенно рост будет достаточно хороший. Король Пентаклей это всегда про изобилие, про то, что действительно есть какие-то накопления. То есть человек сидит спокойно на своем троне, да, без каких-либо лишних движений при своей стабильности. Это очень круто. Вообще карта императрицы также говорит сама за себя, да, это гораздо... Также карта императрицы, да, говорит сама за себя, что в принципе вам каких-то резких рывков, опять же таки, делать не нужно, да, то есть все само придет, императрица, она сидит, заправляет всем этим балом, скажем так, да, и как бы все достаточно размеренно, плавно приходит в нужную точку, в нужное русло, да, то есть императрица, она отдает приказы, как говорится, поэтому вот в плане финансов, я думаю, что у вас будет достаточно хороший месяц июль.
Особенно если вы начинаете что-то новое или планируете, может быть, вы на новую работу, скажем, переходите, да, то есть, может быть, постепенно ваш доход будет увеличиваться. Я думаю, что это может даже произойти за очень-очень даже короткий срок, да. Единственное, что по пятерке кубков хочется вам сказать, что оглянитесь назад, потому что у вас есть все-таки другие шансы, но вы как будто бы сосредоточены на том, что уже давно не работает для вас. И опять же, это может касаться и работы, это может и касаться личных каких-то отношений, то есть пересмотрите этот вариант, не сосредотачивайтесь на том, что уже нельзя вернуть, нельзя обернуть. Давайте посмотрим для вас совет от высших сил, подсказочку на июль месяц. В принципе, расклад очень хороший. Достаточно денежный месяц у вас будет, да, и все в ваших руках, потому что вот карта мага здесь у нас падала, да, которая говорит, что все зависит от вас. Как вы захотите, как вы будете, куда повернете руль, да, туда и машина, собственно говоря, поедет. Поэтому. Итак, давайте совет. Ого, карта силы, старший аркан, вы посмотрите, у нас карта мага, да, старший аркан, карта силы, то есть у вас действительно есть сила для того, чтобы что-то изменить в своей жизни, то есть для вас, я бы сказала, что июль месяц очень будет знаменательный, еще и карта мага, да, то есть человек, который может управлять всем, управлять своей судьбой, не только своей, кстати говоря, да, и можете как-то влиять, потому что карта силы это также и влияние на кого-то, может быть, вы будете какое-то влияние огромное оказывать на социум, да, на свою семью, на своих друзей в том числе. Так, давайте еще одну карту для вас. Карта жрицы, ну, посмотрите, третий старший аркан, ну ничего себе, дорогие скорпионы, у вас прям потрясающий месяц. Карта жрицы это всегда про какой-то внутренний голос, что-то интуитивное, всегда про то, чтобы довериться себе, открыться, может быть, открыться каким-то новым тайным знаниям, может быть, вы будете изучать что-то, да, может быть, вам дается вот эта вот самая сила, карта мага, да, может быть, какие-то эзотерические практики вы будете делать, может быть, вы пойдете на курсы, например, на консультацию, в том числе к такому человеку, да, вы можете обратиться. Обращайтесь за раскладами Таро. Я буду очень рада. Итак, да, карта жрицы. Также она говорит про некую неуверенность в себе, да, то есть какое-то колебание. Но опять же, я вам хочу сказать, по карте мага и карте сила, вы должны точно быть уверены в том, что у вас все получится. Особенно, да, здесь король пентаклей. То есть медленное, постепенное развитие. И карта императрицы также сама говорит за себя. То есть полное изобилие, все придет и все будет так, как надо, да, не надо никуда бежать, у вас здесь нет каких-то резких рывков, здесь даже вот и по рыцарю пентакли, да, энергия должна быть такая вот спокойненькая, размеренная, плавненькая, без каких-либо, опять же, лишних, как говорится, да, телодвижений. Давайте еще одну карту для вас достанем. Ого, император, да вы посмотрите, просто потрясающе. Вот у нас на прошлой колоде, да, императрица, император. Может быть, встреча второй половины, вот может быть даже к этому здесь и пятерка кубков была, что вам нужно оглянуться наконец-таки, может быть, вы увидите свою императрицу или своего императора в этот период. Вы посмотрите, пара, может быть, вы встретите наконец-таки свою пару, да, и между вами будут достаточно такие гармоничные, сильные, какие-то необычные отношения по карте жрицы, да, то есть это что-то тайное, такое интересное будет вас между собой связывать. И, конечно же, вот даже карта силы нам показала, да, что это куча страсти, в том числе, да, такой вот действительно властность какая-то у вас будет в этом месяце. Вообще император, императрица, да, как для мужчин, так и для женщин, это, конечно же, изобилие, это статусность, это признание вас статусным, изобильным человеком другими людьми. То есть социум так или иначе будет к вам приходить. Возможно, будет приходить к вам, да, за какой-то силой, поддержкой от вас, например, да, потому что вы все-таки достаточно значимый человек. То есть это не король, королева, да, а император, императрица, это всегда про статусность выше. То есть, да, император, он управляет королевством, а не только одним королевством. Поэтому я думаю, что у вас так или иначе, может быть, ваш круг влияния, он гораздо увеличится в этом месяце. Я считаю, что это просто потрясающий расклад. С вас комментарий, что вы принимаете его. Обязательно закрепите его. Я желаю вам прекрасного месяца, дорогие скорпионы. Это был ваш Таро-прогноз. Не забывайте, что я хочу в июле месяце провести 3 дня очищения. Вернитесь в начало вступления видео, где я подробно говорю, что нужно для этого сделать. Я вам желаю всего самого-самого наилучшего. Забирайте из этого расклада все самое хорошее для себя. Пока-пока.
Стрельцы, дорогие мои, привет! Это ваш второй прогноз на июль месяц. Добро пожаловать на мой канал. Не забывайте подписаться и поставить лайк. Давайте скорее же начнем. Итак, что вас ждет в июле месяце? Паж жезлов, посмотрите, может быть, загоритесь каким-то новым делом, да, паж жезлов — это про какое-то новое начало, да, энергия такая, что хочется двигаться, хочется активничать, хочется общаться, да, куда-то идти, то есть есть какая-то цель, дорога открыта, да, то есть паж жезлов, он двигается, выдвигается, нацелен на какую-то свою правду. Давайте еще карту достанем. Семерка жезлов. Отстаивание личных границ, защита себя, да, может быть, оградиться от кого-то, от чего-то, от какой-то ситуации, да, обозначить границы, что вот сюда заходить нельзя. Может быть, вы будете в этом месяце активно работать, да, над этим с психологом, как вариант, да, или, может быть, какая-то ситуация вас уже настолько, да, допекла до того состояния, что вы скажете, ну все, уже хватит, я уже больше не могу. Может быть, начальник вам скажет, что нужно работать еще, вы скажете, нет, я вообще-то ухожу в отпуск. Все, хватит, да, баста, как говорится. Давайте еще карты достанем. Рыцарь мечей, да, вы посмотрите, может быть, вы действительно будете злиться на кого-то, на какую-то ситуацию, вы оградите себя и скажете, все, мое терпение вышло, я больше не хочу. Рыцарь мечей — это всегда про какую-то злость, агрессию, такой достаточно импульс, да, проявление какой-то вот своей такой теневой стороны в данном случае, может быть, обрубить с кем-то связь, может быть, высказаться уже наконец-таки, да, кому-то, не знаю, может быть, начальству тому же, да, или, может быть, вашему партнеру, что вы терпели, и тут бац, и вы просто выдали все, как говорится, разом, да. Давайте посмотрим дальше еще. Может быть, кстати, также какая-то очень быстрая, скорая информация, ситуация, где вам вот придется сказать «нет», «не хочу», «не буду», все, отстаньте от меня, да, такое тоже может быть. Итак, еще карту достанем. Десяточка жезлов. Ношу какую-то вы на себе несете, да, и это будет вас, скорее всего, злить. Поменять ситуацию в том числе, да, потому что вам уже тяжело, вы уже не знаете, как с этим справляться. В июле месяце может быть такая ситуация, да, где вы поставите какие-то свои личные границы, может быть, даже поставите точку, потому что уже все, да, этот груз на себе тащить просто невозможно. Давайте посмотрим, что касательно финансов, что вообще вас будет ждать в июле месяце, да, какие перспективы. Десяточка кубков. Ну, вообще десятка кубков — это, конечно же, про наполненность, да. То есть все чаши полны, все счастливы, достаточно такая, да, семейная карта, как мы видим. В принципе, все довольны. Но у вас в то же время, да, вот десятка жезлов здесь и десятка кубков, то есть несмотря ни на что, как бы не было тяжело, да, может быть, какие-то семейные обстоятельства, которые вас будут отягощать, все равно все чаши будут полны, да. Конечно, кубки — это больше про эмоции. Давайте еще одну карту для вас достанем, ну, шестерка пентаклей, обязательно, да, то есть в плане финансов поступления денежные у вас ожидаются и очень даже хорошие. Может быть, даже какая-то помощь будет вам извне оказана, на которую вы, например, рассчитывали, да. Давайте для вас посмотрим подсказочку от Вселенной на июль месяц. Король кубков. Может быть, вы будете тем самым королем кубков, да, то есть эмоциональный человек, принимает решения, может быть, да, исходя из того, что он чувствует, чувственный. Может быть, придет к вам такой человек, да, король кубков, который будет признаваться вам в любви и подарит, да, свое сердечко. Ой, шестерка жезлов. Смотрите, ну, высшие силы вам точно говорят, что вы будете блистать в этом месяце, да. Шестерка жезлов у нас в классической колоде человек на коне, победитель, да. То есть все аплодируют, вообще достаточно хороший знак. То есть у вас в июле месяце будет какая-то, да, такая решающая ситуация касательно чего-то. И тут у вас и десятка кубков. То есть счастливы вы будете однозначно. Может быть, даже и встретите кого-то. То есть что бы ни происходило, да, какие бы у вас там разборки не были, вы должны понимать, что победа за вами, да, и высшие силы вам обеспечат эту победу. Давайте еще одну карту достанем для вас.
Король Пентаклей, посмотрите, ну отлично, я считаю, потому что король Пентаклей всегда при деньгах, да, то есть мы спрашивали про финансы, и шестерка Пентаклей нам показала, что финансы будут, да, не стоит за это переживать. И король Пентаклей, то есть своя стабильность, будет какая-то помощь, будет какой-то приход денег регулярный, да, то есть никаких убытков здесь точно нет. Прекрасный месяц, я считаю, дорогие стрельцы. Принимайте, обязательно закрепляйте этот расклад, пишите, что вы принимаете его. Также не забывайте, я говорила в начале вступления, что я хочу провести целых 3 дня очищения. Вернитесь обязательно и пересмотрите, пишите комментарии, чтобы я вас добавила в группу в Telegram. Посотрудничаем, повзаимодействуем вместе с вами, очистимся. Я вас, думаю, что много чему научу. Я буду очень рада. Ставьте лайки, подписывайтесь, принимайте расклад. Прекрасного вам месяца. Пока-пока. Козероги, дорогие мои, привет! Это ваш второй прогноз на июль месяц. Давайте скорее же смотреть, что же вас ждет, какими энергиями будет наполнен июль месяц. И в конце, конечно же, посмотрю для вас подсказочку от высших сил. Итак, первая карта у нас карта Шута. Ничего себе, что-то новое вы начнете, судя по всему, у вас будет какое-то обнуление процесса в июле месяце. Вообще классное времяпровождение, да, карта Шута — это когда вам не нужно о чем-то беспокоиться, излишне суетиться, да, может быть, дети к вам на каникулы в конце концов приедут, может быть, у вас случится так, да, что появится ребенок. Карта Шута все-таки, да, про беременность там только нам намекает. Но вообще карта Шута, конечно, классная карта. Я ее очень-очень сильно люблю, потому что Шут, он может быть кем угодно. Да, это очень сильная действительно карта. Классно, потому что новый какой-то процесс, может быть, новый проект у вас будет в этот период, который дастся вам, в принципе, с легкостью, и вы даже совершенно этого просто не ожидаете. Так, карта силы, ну, посмотрите, 2 старших аркана, вообще это законно, дорогие козероги. Карта Шута, карта силы, которая говорит, что у вас есть власть и все для того, чтобы изменить ситуацию свою в июле месяце. Это очень круто, да, такая львиная прям карта. Может быть, про какую-то, да, получение силы, получение власти в этот период. Может быть, вы, например, станете влиять, да, на каких-то людей, начнете какой-то новый проект в том числе, да, и ваше влияние как бы увеличится. Может быть, сотрудников у вас будет гораздо больше, да, под вами. То есть так или иначе карта силы говорит о том, что бы вы ни начали, если вы хотите начать что-то новое, то обязательно получится, да. И высшие силы вам этому, конечно же, благоволят. Так, давайте еще достанем для вас карту. Карта Солнца, ну это просто бинго. Козероги, вы собрали прям одни из самых сильных арканов, старших арканов, да. Карта Солнца, светлая полоса в вашей жизни. Вообще нужно продолжать? Скажите мне, пожалуйста, вам расклад, потому что, ну, карта Шута, карта силы и карта Солнца. Ну, я просто в шоке, мне нет слов. Вообще карта Солнца, конечно, про светлую полосу в вашей жизни, про внутренний стержень, про то, что уверенность, да, в себе у вас прям будет чрезмерно, карта силы, вы просто будете настолько неузнаваемы в этот период, может быть, у вас прям в карьере будут какие-то достижения, и здесь говорится, да, что вам ни в коем случае нельзя сидеть, скрываться в отшельничестве, да, там, каким-то мыслям поддаваться, не дай бог вообще просто, потому что вам нужно быть на виду, как солнце, да, освещать, может быть, вести каких-то людей за собой, может быть, опять же, новый проект вы начнете, да, и вы не должны бояться ответственности. Наоборот, Солнце — это про то, что я могу, я здесь лидер, то есть проявите этот месяц себя на максимум, да, свои лидерские качества, в том числе, да. Карта Солнца говорит о том, что можно бы поработать над уверенностью в себе. Да? Это 3-я чакра у нас, Манипура, отвечает как раз-таки за уверенность, за силу нашу внутреннюю. Но здесь по всей трактовке я смотрю, что силы у вас будет просто предостаточно, потому что еще и карта силы у нас выпала. Да? То есть все настолько красочно у вас будет в июле. Я прям даже не хочу доставать другие карты, если честно. Но давайте, конечно, достанем еще. Мне очень интересно, как у вас еще развернется вообще ситуация в июле. Но вот основные энергии, да, потому что все-таки старшие арканы, они вносят основную энергию, а вот дополнительные уже, да,
масти, они, конечно же, просто подчеркивают какие-то нюансы, но вы должны понимать, что бы сейчас там ни выпало, да, вот эти 3 карты, шут, сила и солнце, это основная ваша энергия, а она очень мощная, поверьте мне, меня здесь просто буквально штырит, я же задыхаюсь, у меня такие эмоции, такой здесь бешеный поток, вы представляете, я за вас очень рада, вы это заслужили в конце концов, да. Так, давайте еще для вас карту. Двоечка пентаклей, удержание баланса, да, может быть в плане финансов удержать какой-то баланс, может быть вы будете взвешивать, нужно туда вкладываться или нужно сюда вкладываться, может быть выбирать что-то вы будете в том числе, да, куда инвестировать деньги и так далее. Так, давайте еще одну карту для вас и потом посмотрим совет. Король кубков может заявиться на вашем пороге, достаточно чувственный, да, человек, эмоциональный, умеющий красиво преподносить информацию, красиво рассказать, в том числе и навешать лапшу на уши, да, поэтому будьте осторожны, я думаю, что вы будете взвешивать вообще, может быть, сотрудничество с этим человеком, надо, не надо, да, вообще, а какой это человек. Давайте еще одну карту посмотрим, вот особенно по этому человеку, да. Десяточка кубков, ого, ну то есть с этим человеком может быть 10 кубков у вас, да, радостное какое-то событие, может быть соединение, потому что достаточно такая семейная карта. Ну и также в обратном случае, конечно, может наступить пресыщение от вот этого всего, от этого человека, да, потому что 10 кубков это все-таки уже вот прям наполненные чаши, может быть до того, что вот становится прям тошно. Да, такое тоже возможно. Давайте посмотрим для вас подсказочку от высших сил. Я думаю, что, честно говоря, вот эти 3 старших аркана, они просто сделали изначально расклад, и тут даже уже добавить, честно говоря, нечего. Я в полном шоке, я очень за вас рада, козероги. Но все-таки давайте посмотрим еще пару карт, вам совет от высших сил, что хотят они вам сказать. Троечка пентаклей, ну точно начнете что-то новое. Какой-то проект, творчество у вас здесь вовсю, да, может быть хобби будете свое как-то монетизировать, да, наконец-таки начнете, может быть решите, что все, хочу, надо попробовать. И в конечном счете это увенчается огромным-огромным успехом. Вы даже сами не поймете, как вы встанете буквально на эту волну успеха. Так, давайте еще карту. Рыцарь жезлов, ну посмотрите, действительно энергия мощная, да, то есть мелкие карты, они еще и подтверждают, да, что вот, как бы у вас будет этот запал, у вас будет эта энергия, будет сила, чтобы решить все вопросы, да. Давайте еще одну карту достанем для вас, завершающую. Так, карты выскакивают, просто такая энергетика здесь бешеная сейчас на самом деле. 7 пентаклей. Ну вот, наверное, что-то вы будете проращивать, да, куда-то будете вкладывать, то есть вот он все свое внимание, всю свою энергию направляет на вот это вот дерево, да, взращивая его, взращивая свои финансы, то есть у вас и по финансам здесь говорится, да, ожидание чего-то, ожидание какого-то результата, то есть по тройке пентаклей также, да, вы вкладываетесь, вы работаете, вы сейчас, может быть, создаете макет этого проекта своего, да, или как вы будете работать, какая структура, может быть, вам полезно в этом месяце особенно прописать желания, планы и так далее, потому что у вас вот 3 старших аркана, да, начать что-то сначала, начать заново, может быть, вообще переехать куда-то вы хотите, и здесь вам просто зеленый свет, да, солнце вам светит и говорит, да, давай. И здесь говорится, что новый какой-то проект хотите начать, начинайте, потому что обвенчается успехом, высшие силы вам благоволят, они вам подсказывают, что да, иди, пора. Да, это может занять какое-то время у вас, да, будете это ожидать, взращивать, вкладываться туда, но результат будет потрясающий. Поэтому, дорогие козероги, у вас мега классный расклад. Я думаю, что вы просто должны написать, что вы его принимаете, закрепите, чтобы точно сбылось. Поэтому принимайте расклад, ставьте лайки, подписывайтесь, забирайте из него все самое-самое лучшее. Я думаю, что весь расклад в целом, он просто прекрасный. Прекрасного вам месяца. Пока-пока. Водолеи, дорогие мои, привет, это ваш таропрогноз на июль месяц. Давайте скорее же смотреть, какими энергиями будет наполнен июль месяц в конце, как обычно для вас посмотрю подсказочку от Вселенной. Итак, давайте скорее начнем. Паж мечей.
что-то новое, да, какая-то новая информация, может быть, какие-то известия придут к вам очень-очень скоро, то есть так или иначе будете разбираться с какой-то информацией от вот этого, может быть, даже молодого человека, да. Также паш мечей, может быть, ваши дети, да, будут как-то спорить с вами, разговаривать, да, очень много, то есть так или иначе с кем-то, кто младше вас, вы будете что-то даже выяснять, да, то есть человек будет пытаться вам доказать какую-то свою точку зрения в этот период. Итак, давайте еще достанем карты. Паш Пентаклей, посмотрите, еще. Может быть, какая-то информация по поводу денег к вам придет, да, или вокруг вас будут люди, например, младше вас, Паш Мечей, Паш Пентаклей. Давайте еще достанем карту. Девяточка мечей. Вы столкнетесь с какими-то своими, да, тенями, может быть, с какими-то страхами, навязчивые мысли. Вот мы часто жуем вот эту самую ментальную жвачку, да, которая нам не дает покоя. Но вот девятка мечей — это все-таки про то, что еще не случилось, про то, что мы там себе надумываем лишнего, да, кучу всего придумали, вот это вот жуется у нас бесконечно. Может быть, просто вам приснится какой-то страшный сон, да, например, и вы вот расстроитесь по этому поводу. Давайте еще карту достанем. Рыцарь мечей. Ну, посмотрите, энергия, конечно, здесь достаточно мощная, да, то есть рыцарь мечей — это всегда про какую-то быстроту, про принятие какого-то решения резко, на эмоциях, может быть, даже, да, с такой агрессией некоторой, может быть, придется обрубить какую-то связь, например, да, или же резко придется как-то высказаться, чтобы отстоять какую-то свою позицию, да, может быть, какой-то неприятный разговор, да, вплоть до каких-то ситуаций, да, выяснения отношений с кем-либо. Может быть, с вашими детьми, например, да, вот они не слушаются и все, и вам вот придется как-то с ними более в жесткой форме, да, выяснять вообще, что происходит в конце концов. Давайте еще карту достанем. Карта отшельника. Отшельник достаточно мудрый, да, и он точно знает, что ему нужно. Это вот больше такая энергия внутрь себя. Может быть, как раз-таки вот эта вот девятка мечей — это про то, что вы уходите в себя, вы копаетесь, самокопание, да, пытаетесь найти какую-то истину в своей, да, голове, то есть принять какое-то, может быть, решение, определиться с чем-то. Но вообще отшельник, конечно, вот он идет, освещает путь, он точно знает, куда ему надо, он больше хочет находиться в тишине, в спокойствии, да, чтобы его лишний раз не трогали. То есть, может быть, вам и в июле месяце как раз-таки можно поехать в отпуск, да, и провести больше время наедине с самым дорогим человеком в своей жизни, да, с самим собой. Так, давайте еще карту. Ну, карта у меня тут прям вываливается. Королева Пентаклей. Ну, то есть нам хотят сказать, что в плане финансов можете не переживать, да, будут какие-то поступления. Может быть, даже как-то вот покажу Пентакли, то есть какие-то маленькие-маленькие поступления, но в итоге окажется, что в финансах будет все хорошо. Может быть, вам будет казаться, да, что недостаточно приходит денег, но в конце я хочу сказать, что Королева Пентаклей — это всегда про изобилие, да, что вы будете довольны, может быть, по чуть-чуть, и потом соберется какая-то круглая нужная вам сумма, поэтому абсолютно не стоит переживать, если вы переживаете здесь по поводу финансов. Давайте еще достанем карту для вас. Восьмерка жезлов. Движение, да, если у вас была какая-то застойная ситуация, то вот сейчас время двигаться, да, то есть не сидите на месте все-таки, а поддайтесь потоку. То есть все, что сейчас происходит, какие события есть, так должно быть, и Вселенная вас будет подталкивать, конечно же, к движению. Давайте достанем для вас совет, подсказочку от высших сил на июль месяц. Королева кубков. Давайте еще вторую карту достанем. Королева пентаклей уже просто на второй колоде, посмотрите. И третью карту. Десяточка мечей, завершение какого-то процесса. Может быть, у вас будет коллективчик такой интересный, да, потому что у нас вот три королевы, королева пентаклей на двух колодах, но опять же говорится, да, что про деньги не стоит переживать, если вы сейчас на этом заостряете свое внимание, да, в плане денег будет все отлично. Королева кубков, да, достаточно эмоциональная женщина, может быть, просто будет с вами, может быть, вы в отпуск поедете с этой девушкой, женщиной, да, которая
будет рядом с вами. Может быть, вы с детьми, например, да, с подругой отправитесь куда-то в путешествие. Может быть, встретите такую новую особу, королеву кубков, чувственная, эмоциональная. Да, очень интересная. Десяточка мечей, завершение какого-то процесса, то есть все. По девятке мечей, да, мы о чем-то думали, мы чего-то боялись. Вот здесь самое важное, хочу сказать, чтобы вы не надумали себе, да, чтобы вот эта вот десяточка мечей сами себя же, как говорится, не подставили. То есть наши страхи сбываются очень быстро, поэтому здесь, конечно, совет вам, что пока вот это еще девятка мечей, да, пока вы сидите это обмозговываете, чтобы вот десяточка мечей не пришла, или либо, по крайней мере, если она придет, да, то чтобы это было как-то более мягенько, плавненько и так далее. Вам все-таки нужно научиться контролировать свои страхи и не сливать туда энергию. Давайте еще, конечно же, достанем одну карту для вас. Двоечка мечей. Можете закрыться от чего-то, от какого-то человека, поставить на паузу. Также здесь говорится о том, что вы можете отказаться от какой-то ситуации. Вы не хотите больше слышать, вы не хотите видеть ничего, да. То есть так или иначе. И высшие силы вам об этом тоже говорят, что, наверное, нужно все-таки закрыть эту дверь и пойти дальше. Давайте еще одну карту для вас достану. Четверочка жезлов, вообще радостное событие. Может быть, кто-то вас пригласит на свадьбу, да, все-таки лето. Может быть, переезд у вас случится в этот период. И здесь, конечно же, да, по восьмерке жезлов в том числе говорится, что нужно идти навстречу каким-то переменам, приключениям, да, что-то оставив позади, пережить как раз-таки, да, вот эту ситуацию, может быть, какую-то потерю, завершение цикла. То есть все, пришел конец, да, вы к этому шли, вы понимали, что все, пора менять. И сейчас вы можете активно этим заниматься. Что касательно финансов, весь месяц мне очень понравилось, потому что на двух колодах выпали у нас две королевы пентаклей, что само собой говорит о том, что в финансах у вас будет все классно. Да? То есть если вы думаете, что будет что-то не так, то можете быть уверены, что Вселенная вам говорит, что все будет классно. В том случае четверочка жезлов у нас вишенка на торте, это как завершение расклада, и высшие силы говорят вам, что все хорошее только впереди, да, что все только начинается. И если была какая-то не очень хорошая ситуация, то поверьте мне, да, четверка жезлов, она сама за себя говорит, что будет праздник, будет веселье, и обязательно отправитесь в какой-то путешествие, если вы задумали, обязательно все придет к хорошему логическому завершению. Да. Принимайте расклад, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно, закрепляйте расклад. Я желаю вам прекрасных положительных событий, пусть все ваши желания обязательно сбудутся. Пока-пока. Рыбы, дорогие мои, привет! Это ваш таро-прогноз на июль месяц. Давайте скорее же смотреть, что же вас ждет, какими энергиями нас порадует Вселенная. В конце, конечно же, посмотрим подсказочку от высших сил для вас. Итак, карта дьявола, ничего себе. Вообще карта дьявола — это про большие деньги, про славу, да, про какое-то искушение в том числе. Может быть сексуальная какая-то страсть, какое-то влечение у вас может быть. Может быть, вы освободитесь в этот период от каких-то зависимостей, может быть, от курения, от алкоголя, может быть, напишите какую-то аскезу как вариант, да. А может быть, вы будете состоять в каких-то отношениях, в которых вы будете понимать, что ну вот вообще нет, и эти отношения меня разрушают, да, в том числе это и дикая страсть, то есть это и желание обладать человеком, это вот прям, это мое, это чувство собственности, да, вот это искушение, я хочу этого человека, мне нужен этот человек, но в то же время будете понимать, что нет, вот эта связь, она настолько мощная и сильная, что вот ничего не остается сделать, как это прервать. Самое главное тут, конечно же, не привязаться, не пристраститься к чему-то, может быть, даже к сладенькому, да, может быть, к алкоголю. В общем, здесь, конечно, будьте осторожны, потому что момент искушения, он у вас точно будет, дорогие рыбы, в июле месяце. Давайте еще одну карту для вас достанем. Пятерочка пентаклей. Так, и еще мне интересно, что это такое. И троечка кубков. Так. Рыцарь мечей. Ну, смотрите, я думаю, что вас будет злить какая-то ситуация с вашим финансовым положением, да, потому что здесь вот какие-то могут быть резкие перемены.
у вас, может быть, пятерка пентаклей, недостаточно какого-то ресурса, да, в первую очередь, конечно же, материально вы будете чувствовать это, вам захочется праздника, веселья, и вы будете рвать и метать и думать, да как же мне исправить эту все-таки ситуацию, да как же мне сделать так, чтобы выйти уже наконец-таки из этой пятерочки пентаклей. Но вообще по карте дьявола, да, если мы спрашиваем про финансы, то финансы будут, поступления. Но вот вопрос, может быть, вы увлечетесь азартными играми, например, и все потратите, да. Вообще пятерка пентаклей это может быть также внутреннее какое-то опустошение, да, то есть ощущение, вот, что мне недостаточно, мне не хватает, в конце концов. Это очень неплохая карта, да, потому что она вас будет мотивировать на достижение какого-то результата, на достижение новых целей, новых, да, каких-то приключений, пойти к каким-то новым навстречу, да, приключениям, чтобы выбраться вот наконец-таки из вот этой вот пятерочки пентаклей, из нехватки, да. Ну, вообще, троечка кубков, да, празднование какого-то веселья, может быть, вас кто-то на праздник позовет, да, так или иначе, вот 3 человека здесь веселятся, то есть классное времяпровождение вас ждет в июле месяце. И вот по рыцарю мечей это может быть такая вот как раз-таки агрессия у вас немножечко, да, то есть более такая жесткая манера у вас подачи информации, да. Также по рыцарю мечей может быть какая-то информация придет вам неожиданно, срочно, и вам придется куда-то поехать, например, да, что-то связано непосредственно с документами, также может проиграться. Давайте еще одну карту для вас достанем. Ой, троечка пентаклей, ну посмотрите, ну то есть вот эта вот пятерочка пентаклей вас может замотивировать, да, от недостачи чего-то мы встаем и делаем что-то новенькое. Вот как раз таки, может быть, вы займетесь чем-то новым для того, чтобы заработать, да, больше денег, вылезти как-то из этой ситуации, которая вас совсем не устраивает. Классный творческий процесс, может быть, втроем с кем-то вы будете делать что-то, да, в компании своих друзей, например, в общем, за одну идею будете сражаться и не одни, кстати говоря, да, то есть партнерством здесь точно обеспечено. Давайте еще карту достанем. Семерочка пентаклей, ну, то есть вы вкладываетесь в какой-то процесс, вы ожидаете результата от этого процесса, да, может быть, ожидание денег, например, да, и поэтому вот вы будете чувствовать, что вот вам сейчас не хватает, вот очень-очень срочно надо, но вот все еще, да, там зарплату не выплатили, например, да, или вот какие-то платежи все еще жду, к примеру. Давайте еще одну карту для вас достанем. Все про финансы у вас прямо в этом месяце. Королева кубков, ну вот и про любовь хотела спросить, да, хоть что-то нам скажут. Ну вот сказали, да, можете влюбиться, либо же вы будете прям наполнены чувствами, несмотря на то, что, да, пятерка пентаклей, недостаточно какого-то ресурса, да, в данном случае материального ресурса. В эмоциях, в чувствах у вас будет все классно. И либо же вы можете встретить такую особу, да, королеву кубков, которая будет вам что-то такое эмоциональное рассказывать, вещать, да, очень интересно. Давайте посмотрим для вас совет, подсказочку от высших сил на июль месяц, дорогие рыбы. Что же Вселенная вам хочет сказать? Ого, 13-й старший аркан, карта смерти, обнуление процесса. Что-то новенькое вас ждет в этот период, да, потому что у вас тут тройка пентаклей, которая говорит о том, что новый процесс. Давайте еще 2 карты вам достанем, чтобы было понятно. Шестерочка мечей, сейчас все расскажу. И еще одну карту. Так. И паш мечей, как интересно. Новая информация, да, новые какие-то мысли, новые знания вы будете поглощать по пажу мечей. Ну, смотрите, трансформации вам здесь какой-то точно не избежать, да, чему-то пришел уже конец. Карта смерти всегда про обновление какого-то процесса. Здесь шестерка мечей, может быть, отправитесь куда-то в какое-то путешествие, и высшие силы вам об этом говорят, да. Обновляйся, завершай что-то старое, изучай новое, вложи силами, изучи какую-то информацию досконально. Да? Вот, может быть, чтобы как раз-таки вам выбраться из этой пятерки пентаклей, вам нужно что-то изучить, направить свой фокус внимания на какое-то интересное дело. Вот смотрите, карта влюбленные здесь. Карта влюбленные не совсем про влюбленных, да, а здесь про выбор. Может быть, вам нужно сделать выбор в
пользу как раз-таки себя. У меня двоечка пентаклей на конце колоды, которая говорит, что нужен баланс, нужно все взвесить, рассмотреть и сделать как раз-таки правильный выбор. Давайте еще одну карту для вас достану, мне очень интересно. У вас такой трогательный расклад. Рыцарь жезлов, ну, смотрите, энергии будет достаточно в этом месяце, это все, что я хотела уточнить. Как раз таки мой вопрос был про энергию, да, что у вас с энергией, как вообще у вас с запалом. И запал у вас будет достаточно хороший, да, то есть желание что-то делать, двигаться навстречу приключениям, оно точно будет, и вообще у вас есть прекрасная перспектива реализовать новый проект, и высшие силы вам говорят, да, пришло время трансформации, пришло время чего-то нового, отправляться как раз-таки по шестерочке мечей к новым берегам. Но не забывайте, конечно же, изучать информацию, да, вкладывать свой ресурс на то, чтобы изучить что-то новое, да, для себя. Дорогие рыбы, это был ваш таро-прогноз на июль месяц. Ставьте лайки, подписывайтесь, принимайте расклад в комментариях. Я желаю вам всего самого-самого наилучшего. Пусть ваша трансформация будет вам на пользу. Пока-пока.